Так как же узнать чужие секреты, если напрямую спросить нельзя? Ну, для этого и существует целый мир, где информация течет по невидимой сети посредников. И это, знаете ли, называется прокси-разведка. Настоящее искусство оставаться в тени. И чтобы понять, как это все работает на практике, давайте-ка перенесемся в прошлое, в одну из, пожалуй, самых напряженных точек всей холодной войны. Итак, представьте себе, конец 89-го года, Берлин. Воздух просто звенит от напряжения. Что будет дальше с Европой, вообще никто не знает. И вот в этот самый момент западно-германской разведке, БНД, жизненно важно понять одну вещь. Что собираются делать Советы? Будут выводить войска или нет? От ответа на этот вопрос зависит, буквально все. И вот тут-то и возникает главная проблема — попытаться как-то выйти на советских генералов напрямую, но это же просто самоубийство. Это был бы гарантированный провал и, скорее всего, огромный международный скандал. Риск просто колоссальный. Так как же, спрашивается, БНД могла узнать правду, не подставляя ни себя, ни, что еще важнее, свои источники? Решение этой, казалось бы, неразрешимой задачи было элегантным и очень рискованным одновременно. И имя ему — прокси-разведка. Так что же это такое? Но если совсем просто, это когда информацию собирают через посредников. Вместо того, чтобы идти к источнику напрямую, спецслужбы используют кого-то другого. И все это для того, чтобы сохранить анонимность и, конечно, безопасность того самого ключевого человека. И как же выглядит эта цепочка? Ну, самая простая схема — вот она. Есть источник, скажем, тот самый советский генерал. Есть посредник, журналист или дипломат. И есть сборщик, само разведывательное агентство. Но, конечно, в реальной жизни все куда запутаннее. Посредников может быть несколько, в дело могут быть вовлечены члены семьи, а иногда информацию и вовсе приходится увуживать из анализа открытых публикаций в СМИ. И вот тут мы подходим к самому главному компромиссу этой техники. С одной стороны, это дает почти идеальную защиту источнику, просто железную. С другой же, чем длиннее эта цепочка, тем выше риск, что информация исказится. Это же классическая игра в испорченный телефон, только вот на кону здесь стоят государственные тайны. Так что все это превращается в такую бесконечную игру в кошки-мышки. Одни спецслужбы пытаются любой ценой защитить свои источники, а другие, контрразведка, делают все, чтобы их раскрыть. Давайте посмотрим, как это вообще происходит. Чтобы защитить источник, в ход идет, просто целый арсенал уловок. Конечно же, псевдонимы и кодовые имена. Шифрованные каналы связи, тот же Тор. Посредников постоянно меняют, чтобы к ним не привыкали и не могли их отследить. И, само собой, ограничивают объем информации, чтобы по деталям нельзя было вычислить, от кого она пришла. В общем, главная задача — запутать следы так, чтобы никто и никогда не смог добраться до самого начала этой цепочки. Но риски, конечно, огромны. И провал может случиться на любом этапе. Посредника могут арестовать или, что еще хуже, перевербовать. Сообщение банально перехватить. Да что там, даже такая мелочь, как стиль письма или специфические обороты речи, может стать той самой роковой ошибкой. А противник, что тоже бывает, может и сам подбросить дезу, просто чтобы посмотреть, кто на нее клюнет, и так вычислить всю сеть. Но почему же такие сложные операции иногда проваливаются? Как говорится, лучший способ избежать своих ошибок — это понять чужие. Так, какие же ошибки здесь самые типичные? Во-первых, это чрезмерное доверие одному единственному посреднику. Это просто огромный риск, поэтому разведка всегда перепроверяет данные через другие каналы. Во-вторых, использовать одного и того же человека слишком долго. Рано или поздно он попадет под подозрение и станет легкой мишенью. И, пожалуй, самое главное правило — всегда, абсолютно всегда, четко документировать, откуда пришла каждая крупица данных, чтобы не было загрязнения информации. А теперь давайте вернемся к нашей истории из 89-го года. Как же западно-германская разведка в итоге решила свою головоломку? И решение было найдено. И оно было, надо сказать, очень изящным. Ключевой фигурой стал шведский дипломат. У него были свои деловые контакты в Москве, а у тех, в свою очередь, был доступ к нужным людям и планам. Дипломат просто передавал сведения БНД, и в итоге формально никто ни в чем не участвовал. Это и есть идеальное правдоподобное отрицание. И это сработало. Прямо как по учебнику. БНД получила всю нужную информацию, а доказать что-либо было просто невозможно. В этом-то и вся суть прокси-разведки — добиться результата так, чтобы никто и никогда не смог восстановить всю цепочку событий. Полная тишина. И все это подводит нас к финальному вопросу. В нашем сегодняшнем цифровом мире, где, казалось бы, каждое действие оставляет след, где тотальная слежка стала нормой,
Не становится ли старый добрый человеческий фактор, вот эта невидимая сеть доверия и личных контактов, самым ценным и, возможно, самым неуязвимым инструментом разведки? Пожалуй, это тот вопрос, над которым действительно стоит задуматься.